Привет, друзья! После инцидента с Северным потоком многие предполагали завершение истории, но, по мнению ряда экспертов, это лишь начало новой, преимущественно скрытой фазы обсуждений. Теперь внимание сосредоточено не на трубе, а на инфраструктуре, которая осталась. Коммунальные узлы, терминалы, охранные участки, даже маршруты возможного перезапуска – все это стало предметом скрытых переговоров. Как сообщают источники, в промышленно-энергетических кругах Германии в обсуждение вступили частные фонды с международным капиталом. Активность проявляют структуры, связанные с крупными транснациональными инвесторами. Их цель не только контроль над остатками логистической сети, но и влияние на будущие энергетические решения Берлина. По сути, речь идет о цифровом и юридическом управлении активами, которые еще недавно считались стратегическими. На этом фонде команда Фридриха Мерца, как утверждает издание, продвигает идею создания независимого оператора. Не под флагом Европейского Союза, не по протоколу НАТО, а исключительно в немецкой юрисдикции. Это вызвало жесткое неприятие у сторонников общей европейской энергетической модели. Несколько немецких политиков, ранее близких к структурам Европейского Союза, называют инициативу Мерца опасным прецедентом. Обсуждение обострилось еще и потому, что в конфиденциальных переговорах участвуют лица с опытом работы в аналитических и консультативных сферах, включая лоббизм и крупный бизнес. По сообщениям ряда политических обозревателей, среди них бывшие советники времен Меркель, которые сменили вектор и теперь отстаивают курс на энергетический суверенитет. Старые связи активизировались, и каждый участник этой игры пытается застолбить свою долю влияния, потому что на кону не только экономический контроль, но и политический вес Германии в новой энергетической реальности Европы. А теперь кое-что, что может коснуться уже каждого из нас напрямую. На фоне энергетической перестройки разгорается не менее громкий конфликт – налоговая централизация, обсуждаемая в структурах Евросоюза. По некоторым данным обсуждается идея национального налога. Пока уточняется, что ставка может составлять более 3% от дохода, и это только пока на стадии обсуждения. Механизм предлагает цифровой сбор налога будет осуществляться через централизованную платформу, подконтрольную непосредственно Брюсселю. Национальные налоговые службы, по сути, отстраняются от процедуры. Об этом говорится в черновом меморандуме, просочившемся в прессу. Как сообщают источники, близкие к делегации Восточной Европы, проект рассматривается как шаги к полной налоговой унификации. В польском парламенте уже звучат слова о возможном приостановлении налогового соглашения с Европейским Союзом. Италия заявила, что не будет принимать данную модель, при которой граждане теряют связь между налогами и национальным представительством. А Германия, по информации нескольких немецких изданий, занимает выжидательную позицию, опасаясь раскола коалиции. Однако в Бундестаге, по словам осведомленных депутатов, уже состоялись закрытые консультации по возможному бойкоту инициативы. Особое беспокойство вызывает пункт о передаче доступа к налоговым данным. Ситуация напоминает эффект домино. Одно решение запускает череду ответных реакций, как внутри стран, так и в обществе. Но все это только цветочки. Дальше внутренняя перестройка самой Германии. Внутри Христианско-демократического союза, по данным некоторых партийных источников, происходит смена кадровых приоритетов. Фридрих Мерц больше не скрывает его цель обновления не только курса, но и кадров. Речь идет не просто о смене лиц, а о полном отказе от наследия эпохи Меркель, включая ее сеть лояльных политтехнологов, аппаратных союзников и привычной риторики компромиссов с Брюсселем. На их место, как сообщают источники близких к переговорам, приходят люди с другим видением Европы. Не как централизованная система, а как конфедерация равноправных государств, действующих по согласованным, но не навязчивым правилам. Первый набросок новой модели прозвучал не в прессе, а в закрытых залах форума в Зальцбурге, где собрались архитекторы постевропейского будущего. И именно там, по словам одного из участников, был зачитан документ под названием «Пакт суверенитетов».
По данным немецкого издания, вокруг Мерца создается закрытая экспертная группа, включающая международных стратегов, бывших советников по безопасности и представителей крупного капитала из Австрии, Швеции и стран Восточной Европы. И все это происходит на фоне усиления доверия к Мерцу в промышленных и региональных структурах, которые давно недовольны директивным стилем центра. И вот здесь Брюссель начинает нервничать всерьез. Там официальная риторика по-прежнему сдержанная, но в кулуарах европейских институтов, по информации от наблюдателей, напряжение растет с каждым днем. Формально все обсуждения ведутся в рамках консенсуса, но за кулисами уже готовят меры реагирования на возможный сдвиг баланса внутри Европейского Союза. Как сообщают источники, близкие к Еврокомиссии, подготовлен черновик поправок к Уставу Европейского Союза, ограничивающий право стран-членов блокировать инициативы Центра. На недавнем внутреннем брифинге, по информации журналистов, Франция и Бельгия выразили особую обеспокоенность активностью Германии в сфере параллельных энергетических и налоговых платформ. Они требуют от Еврокомиссии обеспечить институциональную стабильность. По информации аналитиков из Брюсселя, запущен проект внеочередного финансового аудита Германии. Формальный повод – это соблюдение фискальных норм. Но неофициально это попытка усилить административное влияние на Берлин через экономику. Также по утечкам одного из дипломатических отчетов обсуждается идея пересмотра правил распределения субсидий, что может быть использовано как точка давления на региональные бюджеты Германии. Бюрократическая система Европейского Союза мобилизуется, и это прямой ответ на растущую автономию крупнейшей страны Европы, которая все чаще действует по собственному сценарию, не дожидаясь согласования центра. Но за ширмой официальной политики происходит нечто невероятное. Есть вещи, которые никогда не попадают в официальные пресс-релизы. И именно так сегодня работают те, кто сопровождает команду Фридриха Мерца за кулисами, но с ключевым влиянием на решение. По информации политических консультантов, которые сотрудничали с ХДС еще во времена Меркель, вокруг нового канцлера формируется команда негласных аналитиков. Это не пиарщики и не министры. Среди участников люди с опытом в безопасности, экономисты, работающие с международными финансами, и юристы, знакомые с механизмами корпоративного планирования. Именно такие фигуры формируют дорожные карты не через парламент, а через меморандумы, протоколы и соглашения. Это позволяет двигаться быстрее, минуя политический шум и бюрократические барьеры. Формулировки стали другими. Не закон о референдуме, а соглашение о доступе. Не государственный контроль, а партнерство в управлении. Речь идет об управлении инфраструктурой, трубопроводами, хранилищами, дата-центрами, логистическими точками. Об этом прямо сказано в ряде внутренних технических отчетов, с которыми, по информации источников, работает команда Мерца. Ставка делается не над контроль над территориями, а на контроль над связями, потоками и интерфейсами. Многие участники этих процессов ранее не светились, но теперь, как отмечают в профильных экономических изданиях, их влияние ощущается в каждом новом шаге Берлина, от энергетики до налогообложения. Это уже не просто правительство, это архитекторы новой геополитической конструкции, где Германия становится точкой концентрации решений, а не исполнителем чужих инструкций. И теперь финальный пас. Берлин готовит проект, который может изменить саму основу европейской архитектуры. Как сообщают журналисты, знакомые с деталями дипломатических встреч, уже идут закрытые консультации между Германией, Австрией, Венгрией, Италией и Швейцарией. Обсуждается создание новой европейской платформы без обязательств перед Еврокомиссией и без формального участия структуры Европейского Союза. Суть не в символике, а в механике. Никаких наднациональных регуляторов, никаких директив сверху. Каждое государство сохраняет свои законы, но участвует в общей инфраструктуре управления от энергетики до обороны и данных. В этом союзе главная опора – это фискальная независимость. Каждая страна сохраняет контроль над налогами, резервами и инфраструктурой, включая хранилища, кабельные узлы, цифровые шлюзы и энергосети. По данным, опубликованным в аналитическом бюллетене, уже существует черновой вариант соглашения о совместном фонде стратегической стабильности.
Этот фонд должен работать вне юрисдикции ЕС, в нем нет ни одной ссылки на Брюссель, Еврокомиссию или директивы Европейского Союза. Официальные лица отказываются комментировать, но в парламентских кулуарах Берлина все чаще говорят: Германия не выходит из Европы, она создает ее заново по другим принципам и без прежних ограничений. В политическом языке появляются новые термины: континентальное ядро, альянс инфраструктур, протоколы взаимной автономии. Это не лозунги, это шаблоны будущих договоров, которые уже циркулируют в рабочих группах. Эпоха одного центра сменяется эпохой множества точек силы. И Германия, судя по всему, хочет быть не просто участником, а точкой отсчета. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.